Здравствуйте, дорогие мои. Почему мы не вовремя ложимся спать? Кажется, что все важные дела сделаны за полночь, но вы не спите. Время уходит, вы в соцсетях отвечаете на сообщения или слоняетесь по комнатам. Среди людей от 40 эта проблема встречается часто. У проблемы есть свое название – прокрастинация ночная. Она возникает, когда дело идет о какой-то неприятности, какой-то неприятной задаче, например, разговор с начальником, поход к стоматологу. Человек придумывает всякие дела, причины, чтобы отдалить неприятное событие. Люди не хотят заканчивать день и тратят время на бесполезные дела, таким образом лишают себя полноценного отдыха. Причины явлений. В нашей жизни есть вещи, которые засасывают. Соцсети, щелканье каналов телевизора в поисках неизвестно какого. Любая свободная минутка, и вы за телефоном, и проверяете сети. Садишься поесть, и тут же телевизор. На эти дела уходит большое количество времени. Но счастье это не приносит и полноценным отдыхом не является. Наиболее частая причина недосыпа – это то, что мы не можем бросить телефон и уйти спать вовремя. Мы всегда открыты для решения каких-то вопросов по работе, даже поздно вечером или рано утром. Доступность мессенджеров и электрических почт как раз этому потворствует. Вы дома, но вот мигает телефон, вы хватаете его и видите сообщение, рабочее письмо, а вдруг срочно. Надо посмотреть, а посмотреть значит ответить. И так повторяется не раз за один вечер. В итоге отдыха не получается, пообщаться с близкими не получается, и вы снова поздно ложитесь. Конечно, результат – усталость утром. Самое важное – это не признак трудолюбия, и бешеной работоспособности. Это нам говорит о неумении разделить рабочее и личное время. Торопливость, попытки все успеть, рабочие, домашние, семейные дела – все это производит впечатление, что нет времени на, в кавычках, пожить для себя. Вот это время стараются отобрать у сна. В итоге дефицит сна рождает еще большую усталость и бешенство. Для примера, родители с детьми и работой с раннего утра все в заботах. Сделать завтрак, развести детей в школы или детские сады. К тому же успеть на работу вовремя, несмотря на пробки. Затем успеть решить на работе все свои задачи. Забрать детей, отвезти в кружки, приготовить ужин. И это все далеко не все. И вот, когда наконец все спят и переделано уйма дел, можно лечь. А когда что-то почитать, посмотреть фильмик, полежать в ванне, наконец. Возникает хороший вопрос и поднимает раздражение. А когда же мое время? В итоге мы пытаемся заняться приятными для себя делами в то время, когда уже давно пора спать. Психологи рекомендуют приложить усилия, прервать такой порочный круг ночного бдения, поскольку в таком режиме жить не только неэффективно, но и опасно для здоровья. А вот способы, которые помогут скорректировать режим дня в следующем видео. Берегите себя. Твердо знайте, все будет хорошо.